Наше вам кубическое здрасте. Его многие ждали, и он вернулся. Добро пожаловать снова за железный занавес на канале 2 в кубе. Дорогой друг, мечтал ли ты когда-нибудь стать темным властелином? Да нет, не этим, а примерно вот таким. Или таким. Серия игр Dungeon Keeper была в свое время очень популярной, и неспроста, ведь там предлагали практически смену мировоззрения. Построить свое собственное, полное ловушек и других угроз подземелья и защитить его от постоянных набегов вездесущих героев вам предлагает настольная игра Dungeon Lords. Но пусть милый чертенок на обложке вас не обманывает. Внутри коробки вас ждет суровое и беспощадное евро. Игра будет длиться 2 года. Нереальных, конечно, но около того. Каждый год начинается с фазы строительства, которая занимает зиму, весну, лето и осень. В конце осени игроков ждет нападение героев, а затем еще один аналогичный год. Но обо всем по порядку. Для начала правила игры предлагают сыграть в обучающем режиме, в рамках которого будет подробно рассказано о базовых механиках игры. Правилам вообще стоит уделить отдельное внимание. Помимо того, что они написаны с прекрасным юмором, многие моменты в них представлены в стиле диалога двух персонажей – вежливого и немного занудного гоблина и агрессивного эксцентричного демона. Правила, поданные в такой манере, дарят ощущение, что их тебе рассказывают в процессе диалога, участником которого являешься ты сам. И несмотря на то, что правил действительно много и они непростые, от этого они воспринимаются и усваиваются намного проще. Место на столе игра займет прилично. Помимо небольшого центрального поля, есть еще поле далеких земель для хранения колод и сбросов и двустороннее поле прогресса, а у каждого игрока будет свое немаленькое поле подземелья. Проведем небольшую экскурсию по центральному полю. В городе будут храниться боевые карты, сперва для первого года более слабые, затем для второго сильнее. Левее под деревом банк еды, справа под землей пещеры для хранения тайлов туннелей и фишек золота, и, наконец, в правом верхнем углу встали лагерем оба паладина. Бойтесь их, ибо это самые опасные существа, с которыми вам предстоит столкнуться. Прямо под ними шкала Злометра. Основную часть подземелья занимают пещеры действия, а о них чуть позже. Внизу слева жилища импов и троллей, ваша рабочая сила. Рядом с ними колода ловушек, где же еще быть? Правее пока пустующая подземная таверна, рядом с которой комнаты дельца. Каждый этап метка прогресса будет продвигаться вперед, а игроки будут выполнять указанные под ней действия. Первый этап предписывает добавить 2 комнаты в офис дельца и 3 новых монстров в таверну. Затем переворачивается событие следующего раунда, к которому стоит подготовиться. И, наконец, выкладываются 4 карточки искателей приключений, отсортировав их по силе. Второй этап – этап приказов. 8 карт игроков соответствуют 8 пещерам на центральном поле. Игрок выбирает из 6 доступных ему карт 3, которые он хочет разыграть, и кладет их в желаемом порядке в нижний ряд. Когда все готовы, игроки открывают свой первый приказ, а затем, начиная с первого игрока и по очереди, отправляют одного из своих слуг на первую строчку данного действия. Если первая занята, то на вторую и так далее. Если слугу поставить уже некуда, он остается стоять на открытой карте. Затем таким же образом открываются и разыгрываются вторые карты и, наконец, третьи. Теперь выполняются все разыгранные приказы. У каждого действия есть 3 разных варианта. Обычно чем раньше придешь, тем выгоднее, но здесь это не всегда так. Например, первый слуга купит в деревне пищу за золото, второму придется припугнуть жителей деревни именем темного властелина. Еды он получит больше, но злометр игрока вырастет. И, наконец, третий слуга волей своего хозяина отберет у людей пищу и золото, чем еще сильнее повысит злометр. Вторая пещера отвечает за улучшение репутации властелина в глазах жалких людишек.
Третья позволяет отправить миньонов на раскопку новых туннелей, что позволит расширить подземелье. Четвертая пещера посылает миньонов в ваши туннели на добычу золота. В пятой можно нанять новых импов, в шестой приобрести ловушки, а в седьмой завербовать монстров, не забыв оплатить их условия. И, наконец, в последней пещере игрок покупает себе одну из двух доступных комнат. Важно, что покупка монстров и комнат разыгрывается в обратном порядке, то есть первым купит тот, кто пришел последним. Таким образом, первый игрок может получить комнату бесплатно, но ему может их вообще не хватить. Следующая фаза – производство. В ней можно произвести что-то в комнатах, которые на это способны. Также в этой фазе верхние две карты приказов игрока возвращаются ему на руку, карты под ними занимают их места, а левую игрок также забирает себе. Таким образом, каждый раунд у игрока будет выбор всего из 6 карт действий. В фазу событий разыгрывается особое событие, зависящее от жетона. Они предписывают платить зарплату монстрам, сдавать налоги или использовать специальные карточки. Невыполнение условий события может повлечь за собой потерю монстров или получение штрафных меток. Наконец, в фазу искателей приключений к игрокам приходят противники. Чем выше игрок на злометре, тем более опасный герой пойдет на него нападать. Кстати, если игрок поднимется на злометре слишком высоко, он рискует привлечь внимание паладина. Но пока они просто выстраиваются у входа. В конце раунда жетон первого игрока передается следующему, а слуги возвращаются к игроку. А как только год подойдет к концу и перед подземельем каждого игрока соберется полная команда героев, начнется бой. Немного об этих самых героях. Воины идут первыми и принимают основной урон на себя. Воры сокращают урон от ловушек, маги творят заклинания, а целители лечат союзников. Я уже говорил вам бояться паладинов, правда? Теперь вы поймете почему. Эти омерзительно святые ребята сочетают в себе свойства всех 4 классов одновременно. В бою будет 4 раунда, каждый из которых будет представлять бой за один из секторов подземелья, ближайший ко входу. В туннеле игрок может использовать одну ловушку и одного монстра, в комнате до 2 монстров и ловушку, но она будет стоить золото. Здесь очень полезны призраки, ведь они нематериальные и не занимают места, а значит не учитываются в пределах монстров. Как только все игроки выбрали используемые карты, скрывается первая карта боя и начинается экшен. Сперва используются ловушки, которые обычно наносят урон и иногда несут особый эффект. Затем, если на карте боя есть символ быстрого заклинания, а у группы достаточно маны, они используют данное заклинание, не несущее ничего хорошего для игрока. Затем в бой идут монстры и призраки Властелина. Они могут атаковать первого, любого или всех искателей приключений, в зависимости от их умений, нанося указанное количество урона, а также иногда имеют особые свойства или ограничения. Затем, если есть, срабатывает медленное заклинание героев, аналогично быстрому. Теперь, если в группе остался хотя бы один священник или паладин, и хотя бы один монстр атаковал, группа лечится. И, наконец, группа получает несколько очков повреждений от усталости, и если хотя бы один искатель приключений остался после этого жив, они захватывают сектор. Герои штурмуют клетки подземелья от входа и дальше вглубь, а однажды захваченная клетка навсегда остается непригодной для нужд тьмы. Бой может завершиться в 3 случаях. Если повержена группа искателей приключений, если прошли 4 раунда, героям становится скучно и они убираются восвояси, и, наконец, если в подземелье не осталось незахваченных секторов, каждый раунд герои будут просто спасать одного пленника. Да-да, поверженных героев Властелин берет в плен, чтобы было чем похвастаться перед коллегами. После первого года начинается второй, в конце которого игрокам будут противостоять более мощные герои с более могущественными заклинаниями, но и игрокам будут доступны монстры посильнее, включая демонов, драконов и големов.
а по окончании второго боя начнется подсчет очков. Очки начисляются за всевозможные успехи в постройке и управлении подземельем, за незахваченные комнаты и особые помещения, нанятых монстров и плененных героев. Также очки могут быть отняты за ваши неудачи, то есть захваченные сектора и красные метки. А если вам не хватает удовлетворения просто от победных очков, правила предлагают наградить игроков еще и особыми титулами, в зависимости от их действий в игре. Обзор уже наверняка получился очень большой, несмотря на то, что я лишь поверхностно пробежался по правилам этой игры. Думаю, что уже это достаточно много скажет вам о ней. Dungeon Lords — это отличный, глубокий и комплексный симулятор темного властелина, в котором вам предстоит грамотно отстроить собственное логово и выдержать 2 атаки героев. Цена ошибки здесь очень высока, и не просчитав что-то в начале, можно остаться у разбитого корыта в конце. Игра, разумеется, почти не подвержена воле случая, и как бы ни настраивали великолепные компоненты на веселый америтрэшевый лад, эта игра самое что ни на есть евро. Но если вы готовы потратить несколько часов на ее освоение и еще больше на ее изучение, вы наверняка откроете для себя прекрасную настольную игру. А если вам, как и мне, нравится ее сеттинг, так она тем более стоит этих усилий. В конце концов, кто, если не вы, проучит наконец этих жалких героев?